В конце февраля Трамп сделал большую ставку на то, чтобы в кратчайший срок уничтожить военный потенциал Ирана и в идеале поставить прозападное правительство, чтобы получить еще один сильный рычаг давления на Китай. Но прошло больше месяца, а его ставка так и не сыграла. Каждую неделю Трамп выходил, ставил новые ультиматумы, угрожал отправить Иран в каменный век, давал постоянные дедлайны, один из которых закончился буквально вчера. Трамп писал, что Иран будет жить как в аду, но итог всей этой информационной войны просто нулевой. Иран не стал второй Венесуэлой. Да, делать равносильные военные ответы Тегеран не может, но им достаточно было сделать всего одну вещь – закрыть Ормузский пролив, что ударило по Трампу сильнее любой ракеты. И сейчас в центре внимания потенциальная 45-дневная пауза, или как ее назвали, перемирие, которое может положить конец этой войне, из-за чего, собственно говоря, рынки подскочили после выходных и биткоин протестировал уровень 70 тысяч. Но в это же время появляется информация, что Иран отклонил предложение прекращения огня, а США продолжают бомбить заводы по стали и переработке нефти, что по сути составляет 25% ВВП Ирана. То есть где тут потенциальное перемирие, пока непонятно. И согласно данным CNBC, новый дедлайн истекает менее чем через 10 часов. И если за это время не будет сделки, масштабные удары по территории Ирана только усилятся. А вот Трамп на последней пресс-конференции вчера сказал следующее. У нас есть план благодаря мощи наших вооруженных сил, согласно которому каждый мост в Иране будет уничтожен к 12 часам завтрашней ночи, где каждая электростанция в Иране выйдет из строя, будет гореть, взрываться и никогда больше не будет использоваться. Я имею в виду полное разрушение к 12 часам, и это произойдет в течение 4 часов, если мы того захотим. Конечно, после этого вопросов стало только больше, начиная от пролива, заканчивая движением крипты, ведь акции биткоин все еще держатся, хотя нефть до сих пор еще выше уровня $100. Поэтому сегодня, друзья, я разберу, что значит все эти последние новости для биткоина и всего крипторынка, будет ли рост на фоне этого возможного перемирия, как будет дальше действовать Трамп, и, конечно же, как же это все можно использовать для торговли, чтобы зарабатывать. Кстати, после выходных рынок пошел по моему сценарию из прошлого видео. Биткоин удержал восходящую линию тренда и пошел тестировать уровень 70 тысяч на фоне хорошей новости. За такой анализ точно стоит поддержать видео лайком, подпиской на канал, и еще можете написать комментарий с вашим прогнозом по биткоину. $10 за комментарий под прошлым роликом забирает этот зритель, а с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, в выходные вышла новость об этой потенциальной паузе на 45 дней. Потом Reuters сообщил, что Иран рассматривает варианты прекращения огня, и сразу после этого мы получили информацию, что Иран уже наоборот отрицает прекращение огня и любые попытки идти на мир. На рынках в это время происходило интересное движение, ведь на положительных новостях цены пошли вверх. Но когда все больше фактов говорят о том, что Иран не хочет сейчас идти на мировую, резкого разворота не было. Но почему? Неужели вера в деэскалацию сейчас сильнее? Кстати, чтобы в будущем не путаться в этих новостях, потому что поток информации был бешеный, настоятельно рекомендую подписаться на мой телеграм. Команда редакторов последовательно выкладывала всю информацию, как, например, выступление Трампа в онлайне. А я продолжаю делиться своими идеями по торговле на фоне всех этих событий. Поэтому все, кому интересно не только получать новости, но и зарабатывать на них, обязательно подписывайтесь. Так вот, сейчас Трамп хочет как можно быстрее поставить точку, но Иран по сути не согласился на вариант с временным прекращением огня, который ему передали США через Пакистан. Тегеран сейчас показывает довольно жесткую позицию. Они не хотят короткой паузы в боевых действиях, они говорят о другом. Им не нужно временное прекращение огня, а уже полноценное окончание войны. То есть по сути ситуация вообще не изменилась. Иран не хочет временного перемирия, потому что понимает, для США это не мир, а просто пауза, чтобы выиграть время. А значит, позиция Тегерана сейчас довольно проста. Либо серьезная договоренность на их условиях, либо Ормузский пролив никто открывать не будет. Трамп, конечно же, подливает масло в огонь, когда кроме самой войны еще обсуждает вопрос нефти. И вот что он сказал. Ну, в общем, если бы выбор был за мной, что бы я хотел сделать? Забрать нефть. То есть вы сами видите, что риторика Трампа меняется уже не каждый день, а просто каждый час. То сначала дедлайн, потом перемирие, тут уже рассказывают о планах забрать нефть. Короче, полный хаос. И тут есть два варианта. Либо Трамп сам загнал себя в угол и теперь делает хоть что-то, дабы поскорее выйти из этой истории. Либо он хочет максимально запутать Иран, чтобы те еще больше боялись его непредсказуемости и по итогу пришли к сделке. Хотя интересно то, что и в первом, и втором случае особо ничего не меняется, потому что пролив закрыт и нефть растет. Но, кстати, рынки пугают даже не сам Роснефти, а неопределенность вокруг нее. Если посмотреть на историю, то с 2007 года видно довольно четкую закономерность. Каждый раз, когда нефть росла, RSI уходил выше 70, S&P 500 потом уходил в коррекцию. Так было в 2008 году, 2011, 2018 и 2022 годах. Сейчас мы видим похожую картину. Нефть уже поднималась примерно к уровню $113, и S&P 500 к этому моменту уже потерял около 9% от своего пика. Но проблема даже не только в самой цене. Главная проблема в том, что нефть ведет себя слишком активно. Когда нефть стоит дорого,
плохо, но стабильно. Рынок еще может это пережить, ведь есть резервы и можно регулировать добычу, как это сейчас делает ОПЕК+. А кстати, саудиты вообще начали зарабатывать на экспорте нефти больше именно после закрытия пролива и роста цен. Но когда цена за короткое время летает вверх-вниз, начинается хаос. Компании не понимают, как планировать расходы, потребители получают давление по ценам, а инвесторы просто уходят из риска. Именно поэтому сейчас главный вопрос не в том, будет ли нефть $100, 110 или 115. Главный вопрос в том, успокоится ли она вообще. А успокаиваться на таких новостях она пока не собирается. Ведь о какой стабильности можно говорить, когда Трамп постоянно меняет свою риторику и вопрос с проливом по сути не решается. И как мы видим, это прямой драйвер, который управляет рынками, в том числе и криптой. Потому что как только выходит какая-то новая информация, даже просто новость, без прямых действий, настроения на рынке тут же меняются. Но к какому же тогда сценарию нужно склоняться хотя бы в ближайшее время? И куда на этом фоне будет двигаться крипта? Смотрите, как мы уже сегодня разобрали, я по-прежнему не жду, что Иран пойдет на сделку. Тем более на таких условиях. В Тегеране видят, что Трамп постоянно ставит дедлайны, ограничивает время, раздает ультиматумы, но по факту результата от этого пока нет. Да, удары продолжаются, но если смотреть с другой стороны, Иран даже сбивает некоторые самолеты, а это уже очень болезненный удар по репутации и рейтингам Трампа. И вся эта активная информационная давка только подтверждает одну простую вещь. Завершение войны сейчас больше нужно Трампу, чем Ирану. И Трамп всеми способами пытается показать, будто ситуация обратная. Но Иран прекрасно понимает, что время сейчас играет не в пользу Трампа. Именно поэтому Тегерану выгодно затягивать процесс и выбивать для себя более сильные условия. По сути, Трамп пытается доставать козырь за козырем, а у Ирана всю игру на руках один главный козырь – Ормузский пролив. И как я говорил в прошлом видео, открыть его можно двумя способами. Первый – это настолько мощный военный удар, чтобы Тегеран реально задумался о мире и пошел на открытие пролива. А второй – через большую финансовую сделку, при которой Иран будет получать с пролива деньги. И на мой взгляд, Иран будет идти до последнего именно ко второму варианту. Потому что для Ирана эта война – вопрос выживания, а не бизнес, как для Трампа. Трамп, конечно же, может выйти из войны в любое время. Но если говорить откровенно, то без открытия пролива он будет полным неудачником в глазах всего мира. Как бы он это ни пытался продать как большую победу. И он на это сам намекает. Поэтому я рассматриваю сценарий, при котором Трамп уже в ближайшие 2-3 недели может начать искать варианты выхода из войны и попытаться переложить всю ответственность за Ормузский пролив на Европу и страны НАТО. Формально война может закончиться, но проблема с проливом никуда не денется. Менее вероятный сценарий заключается в том, что удары по Ирану будут усиливаться с каждым днем, и в какой-то момент Тегеран все же пойдет на сделку, открыв пролив. Такой вариант я тоже не исключаю и также держу его в голове, особенно когда анализирую свежие новости. Следовательно, рынки смогут начать формировать более устойчивое движение только тогда, когда этот ключевой вопрос будет решен, или хотя бы появится конкретика со стороны Вашингтона, и что еще важнее, со стороны Ирана. И вот на фоне вчерашнего выступления Трампа рынок активно двигался. И как я говорил на этом канале, мы не просто разбираем новости, но и зарабатываем на них. И для этого у нас есть отдельный сервис, подписка Coin22 Pro. Это большое закрытое сообщество для инвесторов и трейдеров, где мы ежедневно торгуем, открываем сделки, как, например, шорт по токену Aptos, также шорт-позиция по Uniswap, еще один шорт на монету XLM, что позволило нам заработать на этих и других позициях. Главная задача подписки Pro – это глубокий анализ рынка с помощью более 20 разных инструментов, чтобы вы получали лучшие торговые идеи для заработка как на росте, так и на падении. Все это подкрепляется пошаговым обучением на старте и полным сопровождением вас на каждом этапе работы за счет нашей поддержки 24/7. То есть благодаря Pro вы получаете ежедневные сделки, а также мы собираем индивидуальные спотовые портфели. 90% успеха в торговле – это анализ. Поэтому, чтобы получать качественную аналитику и точки входа для заработка, переходите по ссылке в описании, напишите нам, а я тем временем разберу движение биткоина. Что ж, фундаментальный анализ мы с вами разобрали, потому что в последнее время биткоин формирует интересное движение. Если смотреть не только в рамках дневных движений, то на недельном графике биткоина появляются небольшие зеленые сигналы. Во-первых, на закрытии недели биткоин смог вернуть себе 200-недельную EMI, а это очень важный уровень, за которым рынок реально следит. Но еще важнее другое. Недельный MACD сейчас почти дает бычий разворот. И если говорить простым языком, то это означает, что последнее сильное падение биткоина начинает постепенно выдыхаться, и рынок готовится к развороту. Похожая ситуация уже была в мая прошлого года. Тогда после разворота недельного MACD биткоин примерно за 2 месяца вырос с диапазона около 94 тысячи до уровня 119 и пробил максимальный уровень. Интересно то, что в прошлые медвежьи циклы рынок вел себя похоже. В 2018 году недельному MACD понадобилось примерно 245 дней, чтобы перейти в бычью фазу. В 2022 году была почти такая же история. И если смотреть текущий цикл, то к концу апреля 2026 года мы как раз таки получаем те самые 245 дней. Но здесь есть очень важный нюанс, потому что метрика это одно, а макроэкономика это совсем другое.
Ведь на этой неделе рынки будут одновременно переваривать и военную напряженность, и свежие данные по инфляции. В центре внимания будет ИПЦ, а также индекс цен. И проблема в том, что прошлые данные еще не успевали нормально отыгрывать эффект скачка нефти на фоне войны. А нефть сейчас это вообще отдельная история. Если она надолго удержится выше уровня $115, инфляция в США может снова вырасти. По ряду разных моделей, если такие цены сохранятся еще несколько недель, то ИПЦ может уйти примерно к уровню 3,7%, а это уже гораздо выше цели ФРС. Из-за этого рынок сейчас почти не верит, что ФРС на ближайшей встрече будет менять ставку. И получается следующее. С одной стороны у биткоина появляется шанс на разворот, а с другой макроэкономика все еще может сдерживать данный рост, учитывая еще нерешенный вопрос с войной. Именно поэтому я бы не спешил слишком сильно радоваться, потому что при всей надежде на недельном графике по структуре цены биткоина все еще выглядит слабо. Сейчас он продолжает держаться возле основания второго медвежьего канала в 2026 году. И я напомню, что первый такой флаг в январе закончился очень жестким падением, примерно на $25 тысяч. Поэтому часть трейдеров по-прежнему считает, что новые минимумы – это вопрос времени. Есть даже сценарии, при которых перед следующим сильным движением биткоин еще может сходить на уровень выше 70, протестировать сопротивление, а уже потом снова развернуться вниз. Если медвежий сценарий полностью реализуется, это, конечно же, приведет к тестированию первой поддержки на уровне 60 тысяч. Но, как мы знаем, рынок не любит двигаться из крайности в крайности. Ведь если, например, напряжение вокруг войны начнет падать, или во втором квартале появится реально сильный катализатор, то данный сценарий, конечно же, ломается. И поэтому, если подытожить, то на недельном графике появляется надежда, но радоваться и праздновать разворот пока еще рано. Да, биткоин пока еще держится и выглядит хорошо, но макроэкономика и геополитика все еще держат рынок под серьезным давлением. В начале этой недели цена биткоина смогла подняться выше уровня 70 тысяч и даже обновила локальный максимум апреля, но дальше движение снова застопорилось. И здесь причина, скорее всего, довольно простая. В районе этих уровней рынок опять начал активно фиксировать прибыль, то есть часть инвесторов просто продает рост, и это не дает цене нормально продолжать движение вверх. Плюс к этому рынок сейчас остается очень нестабильным из-за войны в Иране. Неопределенности слишком много, и даже американский фондовый рынок на открытии торговался довольно вяло, без какого-то сильного направления. Дополнительное давление дал и Трамп. Вчера он снова сделал жесткие заявления по Ирану и прямо дал понять, что если сделка не будет подписана, последствия будут очень серьезными. Но если смотреть именно на сам биткоин, то Glassnode обращает внимание не только на новости, но и на то, что происходит внутри сети. Когда цена подошла к уровню 70 тысяч, резко вырос объем зафиксированной прибыли. Это говорит о том, что локальное движение начинает выдыхаться. И это, кстати, уже не первый раз в этом году. Например, с февраля каждая попытка зайти в диапазон 70-80 тысяч упиралась в одну и ту же проблему – слабая ликвидность и сильное давление продавцов, которые фиксируют прибыль. Именно поэтому каждый такой отскок быстро заканчивался. И есть еще один момент. В течение этого года рынок довольно часто формировал недельные максимумы по понедельникам и четвергам. И если эта закономерность сохранится, то после роста в понедельник рынок может показать максимум недели, а ближе к четвергу уже минимум. Поэтому сегодня и завтра я бы особенно внимательно следил за поведением цены. Это даст нам понимание, что мы сейчас видим. Уже сформированный локальный максимум или наоборот подготовку к следующему движению. При этом некоторые трейдеры считают, что ключевая зона, где начинается более уверенное преимущество быков, находится немного выше текущих максимальных уровней понедельника. То есть рынок сейчас стоит буквально на границе. Либо биткоин наконец-то пробивает сопротивление и идет выше, либо снова получает отказ и уходит в очередную коррекцию. Но лично я вижу, что биткоин продолжает двигаться вот в этом восходящем торговом канале. Как я сказал в начале, биткоин почти один в один отработал мой сценарий из прошлого видео. В ближайшие пару дней будет консолидация. Если после выходных биткоин закроется выше данной линии, а в понедельник мы не увидим резкого скачка нефти, то это потенциально сможет привести к локальному движению биткоина к уровню 70 тысяч и закреплению цены выше этого уровня. Поэтому в принципе можно даже рассмотреть небольшие лонги от этого уровня. Тогда я говорил, что если цена удержит восходящую линию тренда после тестирования уровня 66 тысяч, то дальше после небольшой консолидации на выходных мы можем увидеть движение к уровню 70 тысяч. Именно это в итоге и произошло. Кстати, можете написать в комментариях, кто в это время успел зайти в лонги. Сам рост произошел на фоне новостей о потенциальной паузе в войне, но сейчас цена уже уперлась в сопротивление в районе этого диапазона. И здесь важно понимать, что по метрикам именно в этой зоне часть розницы, которая раньше сидела в минусе, может начать выходить в безубыток или просто фиксировать позиции на страхе. А это в свою очередь усиливает локальное давление продавцов и может привести к снижению. Плюс к этому не забываем про классическую продажу новостей. Рынок уже по сути переварил весь последний позитив. Трамп на пресс-конференции ничего
ничего нового не сказал, к реальному завершению войны ситуация пока не идет, эскалация продолжается и нефть растет. Поэтому мой базовый сценарий на эту неделю – это локальный разворот биткоина вниз, примерно на 4-5% к восходящей линии тренда. И уже ближе к концу недели там мы снова можем увидеть консолидацию с дальнейшей попыткой разворота вверх. Такой сценарий становится еще более вероятным, если новостной фон не изменится и не появится никакой конкретики по новым переговорам или по мирным соглашениям. Потому что только в таком случае биткоин сможет выйти выше и направиться тестировать медиальную линию канала с потенциальным закрытием выше уровня 72 тысячи. И для меня уверенным подтверждением такого сценария будет закрепление цены выше уровня 70 тысяч. Пока что я больше склоняюсь именно к варианту с локальным откатом, поэтому данный диапазон я рассматриваю как потенциальную зону для шортов. Но при этом, конечно же, буду очень внимательно смотреть за новостями, чтобы вовремя среагировать и перестроиться, если рынок покажет разворот и продолжение роста. А за новостями, как всегда, можете следить в моем телеграм-канале. Там все выходит в режиме онлайн, поэтому подписывайтесь. Также, друзья, в комментариях пишите ваши прогнозы по биткоину, будет интересно почитать. Если видео было полезным, ставьте лайк и увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!